Этот аниме-сериал начинается с ожесточенного сражения в заснеженных горах, где полегло множество воинов. В конце концов, в живых остаются только два воина-робота, которые стоят друг напротив друга. Они решают использовать свои самые мощные атаки, чтобы закончить сражение. И вот, когда их мечи уже готовы скреститься, действие внезапно переносится на 450 лет вперед. В современную школу, где ученица по имени Юки сидит в кабинете директора вместе со своей матерью. Мать Юки и директор спорят о том, какую профессию выбрать Юки. В заявлении, которое Юки написала при поступлении в школу, она указала, что хочет отправиться на Марс, чтобы изучать жизнь инопланетян. Однако директор считает, что это слишком далеко, тем более, что у Юки не очень хорошие оценки и советует ей выбрать другое направление. Несмотря на это, мать Юки всегда поддерживает решение дочери, что приводит к напряженным спорам между ними. Когда спор утихает, потому что матери Юки нужно идти на работу, она забывает свой телефон дома. Юки и ее лучшая подруга Мика решают пойти к матери, чтобы вернуть телефон. По дороге они узнают, что мать Юки работает в известном исследовательском центре под названием Юн и является его директором. Когда Юки и Мика поднимаются на крышу, они видят, что ее мать уже села в самолет, который должен доставить ее обратно в центр. Не имея другого выбора, подруги решают отправиться в центр, чтобы вернуть телефон. По дороге они встречают Софи, ученицу младших классов, которая только что вернулась с профориентационного занятия. Услышав о планах Юки, Софи насмехается над ней и говорит, что с такими плохими оценками Юки должна пересмотреть свои планы на будущее. Я злюсь, когда слышу это, не говоря уже о том, что должна чувствовать Юки. После этих слов Софи отправляется в исследовательский центр, чтобы поработать. Юки хочет попросить ее вернуть телефон, но девушка приказывает водителю ехать быстрее, оставляя Юки позади. У Юки и Мики нет другого выхода, и они тоже едут туда, где находится множество роботов, созданных матерью Юки. Они разделяются. Мики идет искать своего отца, который тоже там работает, а Юки возвращает телефон матери. Поскольку у нее еще есть время, она решает навестить своих знакомых. Здесь они исследуют странный черный куб, который упал на территорию школы Юки 60 лет назад. Вместе с кубом упал и робот, но он больше не функционирует и был убран. Один из черных исследователей считает, что этот куб больше похож на демона, чем на робота. Это становится еще более загадочным, поскольку отец Юки, который специализируется на изучении демонов и мифических явлений, пропал без вести 8 лет назад. Пока все обсуждают это, внезапно в небе проносятся 4 луча света, и рядом с исследовательским центром падает еще один объект. Сразу после этого появляется гигантский робот, а за ним множество роботов поменьше, которые нападают на центр. Ситуация становится критической, и все быстро эвакуируются. Мать Юки решает отправить двух роботов, чтобы они разобрались с нападающими. В это время черный куб начинает странно себя вести, и когда Юки прикасается к нему, он открывается, и внутри оказывается человек без сознания. Когда он приходит в себя, он представляется как Такасады и называет Юки принцессой. Увидев черного исследователя, он тут же выхватывает меч и нападает, приняв его за демона. Снаружи идет ожесточенная битва между двумя роботами и их противниками. Благодаря хорошей координации роботы быстро побеждают своих противников. В это время Токи сталкивается с роботом, проникшим в центр. Несмотря на то, что он только что проснулся и еще слаб, ему удается победить робота, но при этом он сам теряет силы и сразу же после боя падает в обморок. В этот момент прибывает мобильная группа, чтобы взять ситуацию под контроль. Ситуация в этом районе становится все более опасной, так как не только это место подвергается нападению, но и появляются другие роботы, которые направляются в другие места с неизвестными целями. Тем временем Токи доставляют в специальную камеру для задержанных. Мать Юки, желая узнать больше о Токи, проводит расследование, но не находит ничего, кроме его имени. После этого она уходит со своими коллегами, чтобы обсудить последние события, оставив Юки наедине с Токи. Когда Юки видит, что Токи просыпается, она быстро пробирается к нему в камеру. Когда она приходит, то видит, что ее мать пытается поговорить с Токи, но внезапно Токи одолевает ее и выбирается из камеры. Сбегая, он тащит за собой Юки. Исследовательский центр начинает посылать сигналы тревоги, чтобы задержать Токи. Они пытаются спрятаться в укромном уголке. И тут Токи понимает, что Юки не та принцесса, которую он должен был защищать. Когда Юки спрашивает Токи о его личности, он отвечает, что он всего лишь солдат, которому поручено охранять принцессу. К этому времени мать Юки мобилизует силы, чтобы окружить их.
Но тут появляется куб, который Токи использует, чтобы увести Юки, и куб превращается в машину, которая помогает им скрыться. Вместо того, чтобы бежать на улицу, Токи решает спуститься под землю, следуя своему инстинкту. Они быстро добираются до места, где находятся другие неработающие роботы. Токи объясняет, что это черный робот, и он его хозяин. Они оба направляются туда, чтобы активировать роботов. Токи чувствует присутствие демонов, и в этот момент желтый робот тоже распознает их присутствие. Затем Токи и Юки направляются прямо к демонам. Армия прибыла, чтобы остановить желтого демона, но их оружие не действует, так как его защищает невидимая броня. Командный центр получает сообщение о появлении других роботов, и когда они готовятся к атаке, звонит мать Юки и просит не нападать на роботов, потому что это черный робот. Внутри черного робота Юки все еще не может управлять им, поэтому Токи приходится делать все самому. Юки хоть и не очень умело, но все же помогает, так как она умеет давать указания. Токи же, будучи выходцем из древних времен, не знаком с изменениями, происходящими в окружающем мире. Поэтому ему нужна помощь Юки, чтобы не нападать на невинных людей. Вскоре они сталкиваются с демоном. Токи заявляет, что несмотря на то, что принцессы больше нет, его миссия состоит в том, чтобы уничтожить злых демонов. Он бросается в бой, но демон использует местность, чтобы постоянно атаковать Токи, что доставляет ему немало хлопот. Юки, охваченная страхом, вспоминает слова своего отца о том, что демоны будут пожирать людей и разрушать мир. Пока она еще в замешательстве, появляются еще 4 демона, готовясь к чрезвычайно разрушительному вторжению. Токи легко побеждает более мелких демонов, но желтый демон остается грозным противником, постоянно совершая неожиданные атаки. Однако, благодаря сообразительности Юки, они меняют ход сражения и ранят демона. Как только Токи собирается прикончить его, появляется экран с изображением Гамана Амини и помогает демону сбежать. После этого он отправляется в место, которое когда-то считалось дворцом принцессы, но там уже давно никого не было. Токи начинает осознавать, что у него ничего не осталось, кроме цели убивать демонов. Он решает взять Юки в заложницы. В этот момент звонит ее мать и хочет поговорить с Токи. Она неоднократно предупреждает Токи, чтобы он не трогал ее дочь. В этот момент команда спасателей, не сумевшая освободить Юки, бросает светошумовую гранату, чтобы спасти ее. Токи пытается управлять черным роботом, но у него ничего не получается, и его снова захватывают в плен. Они не могут вернуть черного робота, поэтому им приходится оставить его там и построить исследовательский центр. В последующие дни Токи неоднократно пытается сбежать из исследовательского центра. По пути он встречает Софию, которая легко его побеждает, но он, чтобы сбежать, хватает ее за грудь, и мобильный отряд надевает на него наручники. Это уже третья неудачная попытка Токи сбежать. Что касается Юки, то после битвы ей приходится постоянно проходить медицинское обследование. Когда она выходит из больницы, то снова встречает Маки, а ее младшая сестра Кахару приходит вместе с дядей, который заботится о ней вместо матери. После разговора с матерью Юки дядя решает поговорить с Токи. На этот раз Токи не проявляет никакого сопротивления и серьезно разговаривает с дядей. Они беседуют, и дядя говорит, что если он хочет, чтобы они поверили, что он самурай, сражающийся с демонами, то он должен завоевать их доверие. Обе стороны должны четко понимать друг друга, чтобы сотрудничать. После этого разговора Токи постепенно перестает сопротивляться, когда его допрашивают. Во время конвоирования он случайно встречает сестру Юки, которая бродит по исследовательскому институту. Солдаты думают, что девочка потерялась, и хотят отвезти ее к матери. Но Токи думает, что они хотят напасть на нее, поэтому он, не раздумывая, расправляется с 2 солдатами и убегает. Сестра Юки следует за ним, указывая дорогу. Когда они выходят на улицу, внезапно появляется демон и нападает на них. У Токи нет с собой меча, поэтому он может только защищаться. Что касается Юки, то, не найдя нигде свою сестру, она спешит в центр помощи потерявшимся детям, чтобы сделать объявление. В этот момент Токи возвращается и говорит Юки, что ее сестру похитили демоны, и теперь ему нужна ее помощь, чтобы спасти Кахару. Они быстро отправляются на поиски девочки, ориентируясь на ее голос. В это время появляются солдаты, чтобы схватить сбежавшего Токи. В этот критический момент снова появляется куб и забирает их обоих. Юки быстро определяет местонахождение Кахару, и как только они догоняют ее, Токи тут же прыгает вниз, чтобы сразиться с демоном. К сожалению, меч, которым он пользовался 450 лет назад, износился, и демону достаточно одного удара, чтобы сломать его пополам. В этот момент появляются солдаты, чтобы помочь Токи. Они быстро расправляются с демоном и спасают Кахару. Токи понимает, что след на камне, который он оставил, когда сражался с демоном, не исчез. Он также постепенно смирился с тем, что больше не живет в своей эпохе.
После возвращения дядя снова приходит поговорить с Токи. Токи думает, что теперь нет ни принцессы, ни кого-то, кто мог бы его защитить, поэтому ему незачем жить. Дядя предлагает ему попробовать пожить с ними, может быть, он найдет свое предназначение. Затем дядя приглашает Токи поесть, потому что он выглядит очень голодным. Дядя приводит Токи домой, чтобы он жил с ними, и они вместе ужинают, чтобы поприветствовать его. Сегодня Юки приготовила карри. Токи смотрит на него и думает, что это дерьмо, и наотрез отказывается есть. Но когда он видит, что все остальные едят, он заставляет себя попробовать. И когда он ест, то не может пожаловаться. Когда он видит, что Юки добавляет в карри перец чили, он хочет положить как можно больше, хотя от остроты у него краснеет лицо. Тем не менее, Токи съедает свою порцию карри. Со стороны матери Юки они наблюдают за ситуацией в мире. Кроме желтого робота, по всему миру разбросаны еще 5 таких же. Все они что-то ищут. Что касается черного робота, то ни один пилот пока не смог им управлять. Вернемся к Юки и Токи. Токи привыкает ко всему. Кахару включила телевизор, чтобы он посмотрел, и ему это начинает нравиться. Во время просмотра Токи слышит шум в соседней комнате и бежит туда. Оказывается, это Каро, питомец Юки, забрался на пылесос. Токи думает, что это робот, и быстро бежит за ним, но его опережает Харек. Так как Токи испачкался, он решает принять ванну. В это время дядя тоже приходит, чтобы принести ему одежду, и учит его надевать нижнее белье. Внизу мать Юки звонит домой, чтобы узнать, как у них дела, и напоминает, что нужно надеть ошейник, когда Токи захочет убежать. Она также соглашается, что Токи слишком долго принимает ванну. Юки идет проверить. Он только что закончил мыться, но она видит, что на нем нет нижнего белья. Токи с гордостью показывает ей, что вместо него он использовал ее любимое полотенце, и она в смущении убегает. На следующее утро во время тренировки Токи все еще отчетливо помнит битву, которая произошла много лет назад, и отъезд принцессы. За завтраком дядя просит Юки взять Токи с собой на прогулку по городу и купить ему кое-что из одежды. Юки не может отказать и вынуждена согласиться. Когда они выходят из дома, за ними следуют двое агентов, чтобы убедиться, что ничего не случится. Затем они отправляются в торговый район. Токи все еще поражен изменениями, произошедшими в мире. По дороге в магазин Юки замечают репортеры, потому что уже распространилась новость о том, что она сражалась на черном роботе. Они не только расспрашивают ее о черном роботе, но и упоминают ее отца, что заставляет Юки чувствовать себя неловко и хотеть уйти. Но репортер настаивает на том, чтобы она ответила на его вопросы, и Токи приходится вмешаться. После этого они уходят. Репортер все еще хочет их преследовать, но его задерживают двое агентов. Затем Токи спрашивает Юки об ее отце и о том, действительно ли он занимался изучением злых демонов. Юки объясняет, что 8 лет назад ее отец объявил общественности о существовании демонов, но ему никто не поверил, поэтому он решил отправиться на их поиски, а затем исчез. В то время Юки тоже считали лгуньей в школе. Токи верит, что злые демоны действительно существуют, потому что он всегда сражался с ними. В тот вечер Юки пришла в кабинет отца и отдала Токи его записную книжку. Токи узнает, что он единственный, кто выжил в битве, произошедшей 450 лет назад. К записной книжке прилагается фотография с сообщением о том, что злые демоны вернутся. На следующее утро в класс Юки приходит новый ученик, и это никто иной, как Токи. Еще 40 часов назад в исследовательском центре Юки и Токи находились под наблюдением военных, потому что она должна была стать пилотом. Поскольку только она и Токи могли управлять черным роботом, их нервная система идеально подходила для этого. Юки временно назначили солдатом запаса в звании младшего лейтенанта, а Токи нарисовал портрет злого демона, которого видел отец Юки. Затем их отвели к другим пилотам, капитану Таму, лейтенанту Мэй, Софи и, наконец, Тоши. А в школе Токи все еще пытается влиться в коллектив. Он все еще не до конца понимает молодежный сленг, поэтому Юки советует ему гуглить все, что ему непонятно. Но этого все равно недостаточно для того, чтобы Токи получил необходимые исторические знания. В этот момент учительница предлагает им сходить в библиотеку, чтобы узнать больше. Это самая большая библиотека в стране, гордость школы, и здесь Токи может узнать любую историю. После нескольких часов занятий Токи также понял, что эпоха самураев давно прошла. Хотя небо все еще остается прежним, мир слишком сильно изменился. А эту учительницу зовут Марина, она преподает основы здоровья. Если Токи что-то понадобится, он может прийти в медпункт и найти ее. В это время его находит Софи. Она спрашивает, зачем он сражается, и Токи отвечает, что это для того, чтобы завершить неоконченное дело клана Вашиба, другими словами, отомстить. Услышав это, Софи выражает разочарование, потому что черный робот, самое ценное достояние человечества, используется для таких низких целей.
Сказав это, она уходит. В это время военные возвращают черного робота в исследовательский центр. Во время занятий Юки получает срочное сообщение. Тоши приезжает за ними вместе с Софи, потому что демоны снова напали. Токи не едет с Тоши, а использует свой куб, чтобы перенести Юки. Ее одноклассник, тайно влюбленный в Юки, тоже едет за ней. В это время в оцепленном районе появляются 3 луча света. Это желтый робот, у которого восстановили руку. Токи и Юки тоже добираются до черного робота и активируют его. Военные начинают атаковать робота, но это совершенно бесполезно. Токи тоже вскоре прибывает на место и вступает в бой с роботом. Обе стороны вступают в схватку. Роботы ведут себя очень подло, окружая Токи. Каждый раз, когда он атакует желтого робота, остальные нападают на него сзади, и ему приходится отбиваться, а подкрепление все еще не прибыло. В результате он получает серьезные ранения от демонов. Оба робота повержены и прикованы к своим кабинам. К счастью, никто не пострадал. Тем не менее, и человек, и черный робот получили ранения. В это время прибывает подкрепление, но желтый робот все еще может сражаться. Затем все разделяются, чтобы справиться с каждым по отдельности, и у Токи появляется возможность сразиться 1 на 1 с желтым роботом. Группа Софи успешно нейтрализовала 2 маленьких демонов. Теперь осталась только сторона Токи. Он отрубает оставшуюся руку у желтого робота, но при этом теряет свой меч. Однако он все же одерживает победу и добивает робота его же мечом. В этот момент внутри робота появляется человек. Он представляется как Хито, офицер пограничной службы в ДОК. Он считает Токи предателем и активирует самоуничтожение робота. Токи сразу же понимает, в чем проблема, и быстро уходит. Происходит взрыв, который уничтожает все вокруг. В это время там же находятся 2 друзей Юки. Неизвестно, живы они или нет. Юки потрясена тем, что человек впервые вышел из игры, а Токи считает, что это не человек, а демон в человеческом обличии. На поле боя есть только 2 варианта – убить или быть убитым. Тем не менее, Юки не может принять эту правду. Возвращаясь к прошлому Юки, нужно сказать, что когда-то ее друзья смеялись над ее отцом, который говорил, что демоны существуют. Расстроенная, она сказала отцу, что он лжет. Он ничего не ответил, только погладил ее по голове и ушел, пообещав, что подружится с демонами. С тех пор Юки больше не видела его. На следующий день Юки и Токи отправились в исследовательский центр навстречу. В настоящее время страны требуют объяснений. Совет Безопасности также возмущен. Одни хотят вступить в переговоры, другие сражаться с так называемыми демонами. Кроме того, только Япония одержала победу над одним из них. Другой, который приземлился в пустыне Невада после уничтожения зоны 51, перестал функционировать. Поведение других демонов было аналогичным. Один из них был уничтожен Россией с помощью ядерной бомбы, но был спасен кораблем-матерью, а затем снова появился, как и желтый. Согласно информации, это уже 2-й раз, когда демоны появляются здесь через 450 лет. Токи рассказал, что черный робот – это то, что принцесса украла у демонов. И поскольку их цель до сих пор не ясна, они будут продолжать сражаться с ними каждый раз, когда те будут появляться. Токи и Юки – их единственная надежда. Япония должна показать демонам, что их не так-то просто запугать. Но Юки больше не хочет сражаться. Она не хочет умирать или видеть, как кто-то умирает у нее на глазах. Сказав это, она ушла. Ее мать не стала ее удерживать, но приняла решение Юки не участвовать в сражении. После этого Юки и Токи вернулись в школу, где все еще обсуждали достижения Юки. В это время к ним подошел друг их одноклассников и сообщил, что 2 других ребят пропали, когда пытались снять на видео битву. Он хотел попросить Юки помочь найти их, но родители пропавших ребят остановили его и приняли решение своих детей уйти из школы. На уроке Софи подошла к Юки, чтобы подбодрить ее, но это не помогло. В это время мисс Марина пришла на замену учительнице, потому что учителя были на собрании, посвященном исчезновению 2 ребят. На уроке плавания Токи все еще не знал, как начать разговор с Юки. Увидев, что он в затруднении, мисс Марина решила поговорить с ним. Токи признался, что у него было мало опыта общения с девушками, поэтому он не знал, как правильно себя вести. Он просто хотел показать Юки, что сможет защитить ее, когда ей будет угрожать опасность. Услышав это, мисс Марина твердо заявила, что Токи влюблен и должен признаться в этом. После уроков Токи и Юки пошли по магазинам. На обратном пути Юки спросила, почему он так одержим местью. Токи ответил, что это все, что у него есть, и что после того, как он отомстит, он отправится
отправиться на поиски принцессы. Услышав это, Юки еще больше заупрямилась и отказалась управлять черным роботом. Если бы пилотирование робота привело к гибели Токи, она бы больше никогда не села за его пульт. После этого они оба вернулись в школу. Кахиру заметил, что у них проблемы, и пообещал помочь Токи помириться с Юки. Затем она дала ему планшет, чтобы он мог найти ответы в интернете. Тем временем в космосе лидеры стран-участниц конференции обсуждали, что им делать дальше. Они искали какие-то камни, а потом выкрикивали лозунги за мир и процветание, прежде чем покинуть планету. Затем они отправили на Землю письмо на 195 языках, в котором просили вернуть черного робота, появившегося в Японии. Командир немедленно связался с матерью Юки, но она уже вернулась домой, чтобы поговорить с дочерью. Между ними произошел спор, когда Юки заявила, что ее отец и мать всегда думали только о себе, не зная, что ей пришлось пережить, особенно отец, из-за которого она стала изгоем. Юки считала его лжецом. Мать Юки ударила ее, потому что не понимала, что делает ее отец, и это еще больше расстроило Юки, и она убежала в свою комнату. Ее матери пришлось срочно вернуться в исследовательский центр. На следующее утро Юки ушла из дома. Поврежденного черного робота нельзя было починить обычным способом, и получить доступ к его системе тоже было невозможно. Однако произошло нечто странное. Черный робот обладает способностью поглощать окружающие материалы для самовосстановления. Это похоже на то, как Токи восстановил свой сломанный меч в предыдущей битве. Самовосстановление черного робота удивило и встревожило всех, потому что это не просто машина, а нечто живое. Тем временем, что касается матери Юки, политическая ситуация становится напряженной. Хотя другие страны согласились вернуть черного робота, японское правительство все еще отказывается это сделать, мотивируя это тем, что они не до конца понимают намерения демона. Им нужно понять его мотивы, прежде чем предпринимать какие-либо действия. В этот момент Япония сосредотачивает все свои усилия на защите исследовательского центра и дает разрешение командиру использовать черного робота в случае чрезвычайной ситуации. В связи с этим Кахару сообщает, что Юки пропала. Девочка очень переживает, потому что некому приготовить ей еду, и она очень голодна. Токи немедленно начинает поиски и находит только телефон, который Юки оставила дома. На самом деле Юки сбежала к Маки, чтобы спрятаться от всего этого. Маки беспокоится за Юки и советует ей вернуться и снова управлять черным роботом, чтобы сражаться и защищать мир. Но Юки по-прежнему категорически отказывается. Она больше не хочет управлять черным роботом, не хочет снова подвергаться такому риску. Мать Юки, волнуясь, позвонила классному руководителю, чтобы узнать, как дела у ее дочери. Но учитель тоже очень занят и может помочь лишь в меру своих возможностей. Закончив разговор, учитель вздыхает, понимая, что в его классе много детей с необычными обстоятельствами. Как раз в тот момент, когда речь зашла о двух пропавших учениках, они, к счастью, вернулись в школу целыми и невредимыми. Токи тоже вернулся, не найдя никаких следов Юки. Дядя Юки советует всем сохранять спокойствие, полагая, что когда Юки проголодается, она сама вернется домой. Затем Кахару дает Токи несколько советов, как помириться с Юки. Прочитав их, Токи собирается идти в школу, надеясь поговорить с Юки. Когда все ушли, Юки тихонько вернулась домой, чтобы прибраться. В школе вернувшихся двух друзей отчитали учителя и родители. Когда они вернулись в класс, то узнали, что Юки пропала. Токи пришел к Маки, чтобы спросить о Юки, но она не ответила. В этот момент Софи предлагает, чтобы Юки не нужно было самой управлять черным роботом. Достаточно просто сидеть в нем. Идея Софи состоит в том, чтобы заставить Юки стать боевым оружием. Токи приходит в ярость, услышав это, и уходит. По дороге домой Токи получает сообщение от одного из жителей, что они видели демона. Полиция считает, что это просто медведь, но житель настаивает, что у медведя не может быть таких рогов. В командном центре они получают в общей сложности 10 сообщений о появлении демонов. Командир немедленно отдает приказ усилить охрану исследовательского центра и повысить бдительность. Кроме того, робот из Северной Америки вернулся на космический корабль с неизвестным объектом. Это заставляет командира усилить поиски Юки. Если она так и не найдется, то Земле будет грозить еще большая опасность. Вернувшись домой, Токи обнаруживает, что дневник отца Юки исчез. Он спрашивает своего дядю и узнает, что Юки отправилась в долину Кираваси. Юки сказала, что пойдет с Токи, поэтому дядя не стал ее останавливать. Услышав это, Токи немедленно берет у соседа лошадь и отправляется на поиски Юки. Двое друзей, позвонив ей, тоже узнают, где она, и быстро отправляются на поиски.
Юки следует по записям в дневнике, чтобы добраться до долины Кираваси, где находится крепость Васиба. Пока она внимательно читает дневник, внезапно появляется демон, и она в панике убегает. Юки спотыкается и падает на камень, когда демон собирается напасть на нее. В момент опасности что-то появляется и убивает демона прямо у нее на глазах. Тем временем в космосе командиры не получают ответа от Японии. Одна из них решает спуститься на Землю, чтобы разобраться в ситуации. После появления загадочной фигуры, которая вместе с несколькими другими спустилась прямо в Японию, обстановка становится крайне напряженной. Юки все еще не вернулась, и Софи с Томом должны сражаться вместо нее. Тем временем Юки просыпается в незнакомом месте, растерянная и дезориентированная. Оглядевшись, она находит тетрадь своего отца, в которой рассказывается о падении клана Васиба. Тетрадь вся в крови, и в ней содержатся подробные записи о демонах. Несмотря на то, что отец знал об опасности, он все равно рисковал жизнью, чтобы записать эту информацию, надеясь, что она поможет уберечь Юки от того, чтобы ее назвали лгуней. Прочитав записи отца, Юки не смогла сдержать слез. В этот момент вошел незнакомый человек и сказал ей, что ее отец потерял все, а то, что она видела, было всего лишь сном. У Юки разболелась голова, и она снова потеряла сознание. Тем временем Токи пытался найти следы Юки. Он услышал какой-то шум и побежал на звук, но в конце концов потерял след. Двое других друзей Юки тоже пришли в это место и обнаружили лошадь, которую Токи оставил неподалеку. Когда они подошли, чтобы проверить, Юки внезапно очнулась. Но она ничего не помнила о событиях, которые произошли до этого. Токи быстро примчался, а вскоре позвонила мать Юки и сообщила о сложившейся ситуации. Вскоре после этого прибыли военные, чтобы доставить Юки в безопасное место, а Токи должен был подготовиться к предстоящей битве с демонами. На этот раз Токи решил сражаться в одиночку, чтобы больше никто не погиб. Юки, охваченная беспокойством, остановила Токи, сказав, что он не может вот так появляться и исчезать из ее жизни. Если бы он ушел сейчас, то всю оставшуюся жизнь чувствовал бы себя виноватым. Юки объяснила, что дело не в том, что она не хотела управлять черным роботом, а в том, что все вокруг просто отдавали ей приказы, не спрашивая ее вежливо и не обращаясь к ней за помощью. Услышав это, Токи опустил голову и попросил Юки помочь ему. Наконец Юки согласилась, и они вдвоем отправились в путь. Тем временем друг, который тайно был влюблен в Юки, решил превзойти Токи и стать отличным пилотом. Единственным, кто выглядел расстроенным, был сосед, потому что он только что потерял свою любимую лошадь. После возвращения Токи и Юки переоделись и сели в черного робота, чтобы подготовиться к предстоящей битве. Хотя Юки все еще очень боялась, она решила, что больше не будет убегать, а будет сражаться. Токи увидел, что Юки настроена решительно, и пообещал защищать ее ценой своей жизни. Они оба сели в кабину и направились прямо на поле боя, где им предстояло сразиться с демонами. На этот раз демоны продолжали нападать, и зеленый четырехрукий демон создал множество трудностей для Токи и Юки. Их задачей было сдерживать демонов до прибытия подкрепления, так как после запуска черного робота пусковая площадка была перегружена. Во время боя Токи был обездвижен, и космический корабль начал поднимать его вверх. Командир приказал использовать противокорабельные ракеты, чтобы не дать Токи улететь, хотя это было очень опасно, но это был единственный выход. Град ракет обрушился на корабль и успешно вернул Токи на Землю. Токи продолжил сражаться с зеленым демоном. Демоны пытались напасть на них, но вовремя подоспело подкрепление. Зеленый робот поднялся высоко в воздух и начал беспорядочно стрелять, создавая множество проблем для Токи. Юки почувствовала, что черному роботу тоже было больно, когда в него попали, но она быстро нашла способ справиться с ситуацией. Ее план состоял в том, чтобы заманить зеленого робота на соседний утес, где его вес мог бы вызвать обвал, и он бы упал. Как и ожидалось, когда обвалился утес, зеленый робот упал, и Токи быстро его уничтожил. Однако внутри робота появился инопланетянин, но вместо того, чтобы самоуничтожиться, он решил сдаться. Инопланетянина быстро доставили в исследовательский центр для изучения. Его оружие также было доставлено для анализа, и ученые заметили, что его материал ничем не отличается от материала оружия Токи, что вызвало много вопросов о связи между ними. После тщательного изучения выяснилось, что этот инопланетянин ничем не отличается от обычного человека. За исключением одной детали, на его шее был установлен нейроинтерфейс, странное устройство.
Хотя врач хотел провести операцию, чтобы тщательно его изучить, командир остановил его, потому что представители ООН должны были прибыть для допроса. Когда прибыли официальные лица ООН, они начали задавать инопланетянину вопросы и узнали кое-что тревожное. Этот человек, которого звали Фнани, был пограничником в команде Эдога. Он считал, что его планета обладает абсолютной властью, и его миссия, как и у других, состояла в том, чтобы принести процветание планетам с развитой цивилизацией. Но это означало, что Земля должна подчиниться и стать их вассалом. Фнани подчеркнул, что согласно его философии, слабые должны подчиняться сильным, и именно поэтому Эдок хочет захватить Землю. Тем временем в школе Токи не мог перестать думать о Фуснине, чувствуя, что знает что-то, но не может понять, что именно. Он хотел встретиться с ним, чтобы узнать больше. Юки тоже была обеспокоена, потому что постепенно вспоминала, что видела в пещере блокнот своего отца. В это время у классного руководителя Юки, Акаги, который тайно был влюблен в нее, разболелась голова. Акаги уверенно написал 3 своих желания. Все они были связаны с тем, чтобы стать пилотом истребителя, несмотря на то, что учитель пытался объяснить ему, что для этого нужно пройти через множество сложных процедур. Однако Акаги был непреклонен и не собирался менять свои желания. Вернувшись к допросу, Фуснарни рассказал, что хотел вернуть черного робота, чтобы найти оставшиеся части его старой группы. Он рассказал, что 450 лет назад его команда прибыла на Землю. То, что они построили, называлось суставами, но они были утеряны в результате несчастного случая, и теперь они пытались найти все их части. Он сказал, что старая группа была уничтожена, не успев завершить свою миссию, и в то время были уничтожены и суставы. Когда его спросили, кто это сделал, Фуснарни отказался отвечать. Но он считал, что владелец черного робота был разоблачен. Он попросил Токи о встрече. Токи и Юки только что прибыли в исследовательский центр, когда получили сообщение о том, что Фуснарни хочет с ним встретиться. Затем Токи отвели на допрос. Он рассказал обо всем, что произошло 450 лет назад, когда с неба упало множество метеоритов. После этого возле метеоритов появился отряд. Они начали грабить и убивать невинных людей. Кульминацией стал день свадьбы принцессы. Когда они напали, принцесса исчезла, а когда Токи добрался до места происшествия, там царил хаос. Когда он увидел их лица, он понял, что это были демоны. Главарь похитил принцессу, а Токи был избит до полусмерти. Вскоре после этого крепость клана Васиба была разрушена. После того, как Токи чуть не погиб, он ничего не помнил, пока не очнулся и не увидел перед собой принцессу. Токи пообещал, что отдаст свою жизнь, чтобы защитить ее. Они оба порезали себе руки и поклялись, что их кровь прольется на площадь, активируя черного робота. Они сражались вместе, пока однажды демон не самоуничтожился, и они не смогли избежать взрыва. Пока Токи рассказывал эту историю, Фуснарни сломал себе руку, чтобы освободиться от наручников. Он подошел к группе чернокожих мужчин, чтобы забрать свой доспех, и вызвал своего робота. Командир немедленно получил сообщение, и все пришло в движение. Юки выбежала проверить обстановку и случайно столкнулась с Фуснарни, который взял ее в заложницы. Снаружи робот Фуснарни бросил меч прямо в командный центр, нарушив работу системы и выведя из строя большую часть устройств управления. Когда Токи услышал эту новость, он немедленно отправился в исследовательскую лабораторию за своим мечом и поспешил на помощь Юки. Тем временем робот Фуснарни ворвался в здание, и Том с Софией немедленно бросились ему навстречу. Фуснарни вел Юки к черному роботу. По пути он без колебаний убивал всех, кто вставал у него на пути, и это пугало Юки. Когда они добрались до черного робота, он не остановился, а продолжал идти к месту, где были найдены камни. Найдя то, что ему было нужно, Фуснарни привел Юки обратно к черному роботу, который он планировал активировать. В командном центре начальство приказало, чтобы Юки была спасена, а Фуснарни был схвачен живым или мертвым. 2 представителя ООН хотели, чтобы Фуснарни был захвачен живым для дальнейшего допроса, но начальство не обратило на это внимания и отдало приказ о немедленном нападении. Фусни понял, что для активации робота нужны 2 человека, поэтому он решил разорвать связь Юки с Токи, чтобы установить с ней новый контакт. В этот момент появился Токи. Фуснарни использовал Юки как заложницу, чтобы угрожать ему, но Юки быстро освободилась от его контроля. Токи немедленно вступил в бой с Фуснарни. Во время схватки Фуснарни понял, что Токи был одним из его сородичей, так как только представители его расы могли управлять темной энергией. Однако Токи настаивал на том, что он человек, а не демон. Фуснарни понял, что воспоминания Токи были изменены, и, не желая затягивать бой, решил убить Токи.
Однако Токи быстро изменил ход событий, выхватив меч у Фуснарни и одолев его. В этот момент на место происшествия прибыли солдаты. Фуснарни, видя, что он загнан в угол, решил забрать с собой Юки. Но Токи немедленно убил Фуснарни, тем самым устранив угрозу. После убийства Фуснарни Токи почувствовал страх и неуверенность, потому что ему впервые пришлось убить существо, похожее на человека. Юки обняла его, чтобы успокоить и помочь прийти в себя. Снаружи робот Фуснарни тоже перестал функционировать сразу после его смерти, и ситуация была взята под полный контроль. Два представителя ООН выразили сожаление, что не смогли получить больше информации от Фуснарни до его смерти. Единственным, кто был доволен, был доктор, потому что он собирался препарировать тело Фнарне, чтобы узнать больше о его виде. После битвы Токи много думал о словах Фнарне. Дядя Токи и двое братьев и сестер Юки пришли поддержать его, помогли справиться с переживаниями и чувством вины. На следующий день Юки и Токи вместе отправились в долину Кираваши на поиски демона, который помог Юки раньше. Но когда они прибыли на место, то обнаружили лишь пустошь. Казалось, что вся местность была перенесена в другое место. Все следы таинственной подземной пещеры полностью исчезли в открытом космосе. После того, как стало известно, что Фнарне провалил свою миссию, командир отряда Эдок решил, что он и его подчиненные сами выполнят следующее задание. Он не хотел больше ни на кого полагаться, особенно после того, как Фнарне потерпел неудачу. На Земле наступило лето, и в школах начались летние каникулы. Однако классный руководитель все равно напоминал своим ученикам, что им нужно уделять внимание учебе, потому что это был последний год в школе, и от этого лета зависело их будущее. Учитель особенно подчеркивал, что Юки нужно больше стараться. С ее очень низкими оценками ей будет сложно поступить в университет на Марсе. Когда Токи только поступил в школу, его оценки были даже ниже, чем у Юки. Когда Маки спросил Юки о ее планах на лето, она ответила, что будет посещать курсы пилотов, чтобы в будущем уметь защитить себя. Вскоре после этого все собрались в исследовательском центре, чтобы начать программу обучения. Акаги тоже присоединился к ним благодаря помощи своего отца, который тоже работал в этом центре. Под руководством Тома большинство людей легко прошли тесты, и только Акаги и Юки отставали. Во время тренировки Акаги вывихнул ногу и не смог продолжать занятия, а Юки так устала, что после тренировки не могла ничего есть, и нам с Софи пришлось помочь ей расслабиться. Мэй даже использовала специальные методы, чтобы помочь Юки быстрее восстановиться. На следующее утро, пока все остальные продолжали тренироваться, Юки и Токи под руководством Тоши должны были посещать летнюю школу. Хотя Тоши выглядел как настоящий гангстер, он был очень хорош в учебе. После занятий они тренировались в стрельбе. Софи легко попадала в цель, а Юки закрывала глаза и беспорядочно стреляла во все стороны. Токи не нужно было использовать пистолет, он просто разрубал мишени мечом. День за днем они продолжали изнурительные тренировки. Пока Юки отдыхала, Том и Мэй испытывали на роботе новую технологию, которая позволяла ему передвигаться по воде. Однако эта технология еще не была доведена до совершенства, и робот мог пройти лишь несколько шагов, прежде чем тонул, а вода заливала кабину. Тем временем Юки стало интересно, чем занимается Мика во время летних каникул. Софи сообщила ей, что там есть Wi-Fi, и Юки узнала, что Мика участвует в фестивале косплея и пользуется большой популярностью. Токи считал, что этот фестиваль не соответствует традиционным обычаям, но все равно воспользовался возможностью сделать несколько снимков на память. После многих дней тренировок Юки постепенно привыкла к ритму и быстро освоила многие необходимые навыки. В командном центре, понаблюдав за Токи в течение всего периода тренировок, мать Юки решила снять с него ошейник в качестве награды за успехи и хорошее поведение. В тот же день Юки принесла Токи меч. Прежде чем вернуть ему катану, она хотела убедиться, что эта катана не была предназначена для того, чтобы убить его. Убедившись в этом, Юки сняла с Токи ошейник. Вскоре после этого в дом ворвался еще один робот. На этот раз он был один, поэтому Токи и остальные быстро с ним справились. Однако этот робот внезапно сбежал, когда понял, что ситуация складывается не в его пользу. Центр управления не смог идентифицировать этот тип робота, потому что он был хорошо замаскирован, и его было трудно отследить и проанализировать. Вернувшись в школу, все начали обсуждать организацию фестиваля культуры. После обсуждения оба класса решили выбрать в качестве темы фестиваля боевых роботов из исследовательского центра. После того, как план был согласован, все начали тщательно готовиться. Тем временем Юки, Токи и Софи вернулись в исследовательский центр, чтобы найти выступающего на фестивале. Первым, к кому они обратились, был Том.
Он без колебаний согласился, потому что был уверен в своих ораторских способностях. Том даже пошутил, что если кто-то будет с ним спорить и выиграет, то он тут же даст ему в морду. Однако Мэй остановила их, потому что им все равно нужно было участвовать в повторном тестировании способности роботов ходить по воде. Затем Юки подошла к группе темнокожих ребят, чтобы пригласить их выступить, но они тоже были очень заняты. Юки подумала о том, чтобы пригласить свою маму, но даже у ее подчиненных не было свободного времени, не говоря уже о том, что у мамы было много дел. В конце концов, все трое решили, что они сами выступят на фестивале. Вечером Токи и Юки поехали за продуктами, но их остановил классный руководитель, который попросил вернуть куб. Новость о выступлении на тему боевых роботов в школе Юки быстро распространилась в СМИ, и об этом узнали подозрительные люди. Наступил день проведения фестиваля культуры, и все начали собираться в школе. Поскольку до начала выступления еще оставалось время, Маки предложил Юки и Токи прогуляться и поучаствовать в различных конкурсах. Акаги тоже хотел пойти с ними, но Маки его не пустил. Юки и Токи участвовали во многих играх, и Юки постепенно осознала, как важен фестиваль культуры для людей, которые хотят снять напряжение. После прогулки Юки спросила Токи, что он будет делать после того, как отомстит за принцессу. Токи не знал, что ответить, и Юки сказала, что ей бы хотелось, чтобы он поскорее определился, потому что она очень хотела бы в будущем снова принять участие в фестивале культуры вместе с ним. Поисковая группа, которая искала спрятанного робота, обнаружила неизвестный объект. Когда Юки вернулась в школу, она решила сделать фотографии, чтобы сохранить воспоминания о фестивале. Пока Юки выбирала наряд, Токи все еще не знал, что будет делать дальше. Когда Юки закончила фотографировать, Токи был очень удивлен, увидев, что Юки очень похожа на принцессу, и это еще больше сбило его с толку. В этот момент Софи напомнила им, что пора начинать выступление. Когда оно началось, ведущий, который впервые выступал перед публикой, запинался и с трудом подбирал слова, и Мика заменила его. Затем она начала задавать вопросы, связанные с эфиалком. Пока шла программа, внезапно появился подозрительный человек, который заранее знал о мероприятии. Не говоря ни слова, он сразу же бросился на Юки. Токи быстро выбежал, чтобы защитить ее, но был ошеломлен, когда понял, что нападавшим была принцесса, та самая, которую он всегда хотел защитить и отомстить за нее. В этот момент замешательства принцесса нанесла Токи удар ножом. Токи потерял слишком много крови и сразу же упал на землю. Принцесса собиралась нанести еще один удар, но тут внезапно появился какой-то незнакомец и остановил ее. Эта ситуация вызвала панику среди всех присутствующих. Все выбежали на улицу, чтобы избежать опасности. Тоши тоже поспешил на помощь, но Юки все еще была в шоке от того, что произошло. Софи сильно ударила Юки по щеке, чтобы привести ее в чувство, а затем позвала Акаги, чтобы он помог Токи. Когда принцесса увидела, что Токи собирается уходить, она тут же бросилась к нему, чтобы остановить его. Но незнакомец не позволил ей этого сделать, и Тоши быстро пришел на помощь. К этому времени прибыла армия, и осознав, что ситуация складывается не в их пользу, принцесса тут же сбежала. Маки поспешно привел с собой учительницу Марину, которая преподавала в медицинском классе. Но Марина, несмотря на то, что была учительницей, боялась крови, и это было просто ужасно. Учительнице пришлось заменить ее, чтобы остановить кровотечение у Токи. Юки сразу же позвонила в полицию, чтобы попросить о помощи, и ее мать, получив сообщение, немедленно выслала за ними самолет. Тем временем принцессу все еще преследовали незнакомец и армия. Друг Акаги тоже побежал за ними, чтобы снять происходящее на камеру, но ситуация стала опасной, когда принцесса направила свой меч на него. Друг продолжал снимать, не осознавая, что опасность приближается. Когда он уже был готов получить удар мечом, солдат бросился вперед и закрыл его собой, получив серьезное ранение. Эти журналисты действительно безрассудны. Принцесса села в вертолет, чтобы срочно доставить Токи в больницу. Она ни за что не позволила бы никому уйти и немедленно вызвала своего боевого робота. Командир получил сигнал, и так как Токи все еще был без сознания, он приказал Тому и Мэй вступить в бой. У таинственного человека, появившегося в этом хаосе, было лицо, очень похожее на тот набросок, который Токи сделал раньше, что еще больше усложняло ситуацию. Скрытый робот тоже начал действовать, увидев, что принцесса пришла в движение. Все происходило внутри вертолета. После осмотра врач обнаружил, что организм Токи сам себя исцеляет, и ему не требуется медицинская помощь. Он также пришел в сознание. Снаружи Том и Софи сражались с принцессой, но она легко отбила их атаку и направилась прямо в исследовательский центр. Командир понял, что принцесса представляет потенциальную опасность, и решил найти Токи. Хотя состояние здоровья Токи было все еще очень тяжелым, он решил отправиться спасать принцессу, несмотря на то, что она ранила его.
Командир сообщил, что принцесса Токи тоже управляет роботом и направляется сюда, а целью Эдога была Токи. Он умолял Токи сесть за пульт управления черным роботом, чтобы защитить это место, иначе они потеряют все, включая шанс спасти принцессу. Токи согласился, хотя и понимал, что его состояние ужасно. Врач ввел ему обезболивающее, чтобы он мог выдержать и сражаться. Токи и Юки сели в черного робота, готовясь к бою. Юки пообещала Токи, что не даст ему умереть. Когда они столкнулись с принцессой, Юки почувствовала приближение другого робота. Том связался с ними и сказал, чтобы они держались, пока он не доберется до стартовой площадки и не придет на помощь. Прибыл еще один робот, и все трое вступили в бой. Юки быстро поняла, что противники не собираются объединяться для борьбы. На самом деле, эта девушка с фиолетовыми волосами в команде хотела добиться успеха только для себя. Токи сосредоточился на том, чтобы атаковать ее, но понял, что она сильнее, чем он думал. К счастью, Том подоспел вовремя и переключился на сражение с девушкой с фиолетовыми волосами, позволив Токи сосредоточиться на битве с принцессой. Хотя Токи был очень слаб, он все равно старался изо всех сил, чтобы спасти принцессу. Юки поняла, что Токи трудно сражаться, и попросила его следовать ее плану, если он хочет спасти принцессу. Она сразу же приказала Токи отступить и собраться вместе с остальными. Юки знала, что принцесса и девушка с фиолетовыми волосами не любят сражаться вместе, поэтому предложила тактику перехвата. Благодаря тактической расстановке Софи они легко победили девушку с фиолетовыми волосами. Затем принцесса тоже не смогла противостоять атакам с трех разных направлений. Принцесса поняла, что ситуация критическая, и немедленно вызвала корабль-матку, чтобы вместе с девушкой с фиолетовыми волосами улететь с планеты. Токи хотел броситься за ними, но Том остановил его, сказав, что полет на корабле-матке может привести к смерти. После битвы Токи был измотан и впал в кому. После нападения на школу Токи был срочно госпитализирован. Удивительно, но ему потребовалось меньше суток, чтобы полностью восстановиться после полученных ранений, и врачи были поражены скоростью его выздоровления. После этого происшествия многие жители стали переезжать в другие места, чтобы избежать опасности, а магазины постепенно закрывались из-за значительного сокращения числа покупателей. Особенно много слухов ходило о Юки, когда люди узнали, что нападавшая на Токи девушка была очень похожа на нее. Тем временем командование добилось значительного прогресса, успешно разработав робота, которым мог управлять всего один человек. Это означало, что Мэй и Тоши будут участвовать в сражении, а не просто пилотировать корабль, как раньше. Однако не все шло гладко. Софи получила от отца приказ вернуться во Францию после инцидента на фестивале, и ей пришлось принять трудное решение: остаться и сражаться вместе со всеми или подчиниться родителям и вернуться на родину. По пути домой Софи случайно встретила Токи, который просил у автомата с едой что-нибудь поесть. Пожалев его, она купила ему несколько продуктов. Сидя рядом с Токи, Софи призналась, что очень хотела остаться и сражаться, но ее раздирали сомнения из-за слов родителей. Теперь ей предстояло решить, остаться ли ей здесь вопреки воле родителей или вернуться во Францию. Однако Токи, казалось, не слушал Софи, он был сосредоточен на том, чтобы доесть лапшу, которую она только что купила. Когда Токи все еще был голоден и хотел еще мороженого, он никак не мог выбрать между зеленым и красным вкусом. Размышляя, он вдруг сказал, что воины сами должны решать свою судьбу. Софи услышала это и подумала, что Токи ее подбадривает. Поэтому она решила поступить так, как ей хочется, и уверенно ушла. Наконец, Токи выбрал мороженое с красной фасолью. Хотя, на мой взгляд, зеленая фасоль вкуснее. Тем временем в космосе принцессу и девушку с фиолетовыми волосами наказывали за провал предыдущей миссии. Лысый парень хотел присоединиться к битве, но главный остановил его, сказав, что нужно провести тщательное расследование, прежде чем продолжать атаку. Принцесса и девушка с фиолетовыми волосами умоляли разрешить им еще раз сразиться, чтобы восстановить свою честь. После того, как Токи не смог купить мороженое, он решил прогуляться и полюбоваться окрестностями. В этот момент к нему подошла Юки и угостила его мороженым. Они сели и разговорились. Юки спросила, действительно ли они с принцессой так похожи. Токи ответил, что когда он впервые увидел Юки, то тоже принял ее за принцессу, потому что они действительно были очень похожи. Это его смутило, ведь он не знал, что ему делать, если он снова встретится с принцессой. Пока они разговаривали, они не знали, что принцесса и девушка с фиолетовыми волосами вернулись на Землю. Таинственный человек тоже почувствовал их присутствие. На следующий день Юки вместе с Маки и группой Каги отправилась в одно место, чтобы снять Маки в костюме для косплея. Токи не смог пойти с ними, потому что врач велел ему пройти обследование.
Учительница Марина тоже пошла с ними, и Макки пригласила ее, чтобы помочь ей справиться со стрессом после недавних событий. Акаги рассказал, что Марина написала заявление об уходе, но оно было отклонено. Во время инцидента на фестивале культуры именно она убедила других учителей согласиться с планом учеников, и Макки подумала, что после этой поездки Марине станет легче. Поэтому она пригласила ее с собой. Тем временем Тоши и Мэй успешно прошли курс обучения одиночному бою роботов. В отличие от них, Софи столкнулась с множеством трудностей. Позже командир объявил о перестановке в боевом порядке, потому что Софи собиралась вернуться во Францию. Услышав эту новость, Токи категорически возразил, заявив, что отъезд Софи снизит уровень безопасности в исследовательском центре. Хотя Токи был прав, у командира не было другого выхода, так как родители Софи имели большое влияние на французское правительство, и командир ничего не мог сделать, чтобы помешать им. В это время принцесса и девушка с фиолетовыми волосами проникли в исследовательский центр. Они быстро устранили двух низкооплачиваемых работников и, переодевшись в их форму, продолжили продвигаться вглубь центра. Тем временем группа Юки начала снимать фильм, в котором участвовали Макки и учительница Марина, одетые в костюмы для косплея. Они быстро погрузились в работу, не подозревая об опасности, которая подстерегала их в исследовательском центре. Принцесса и девушка с фиолетовыми волосами проникли в центр и случайно наткнулись на Токи. Они молча последовали за ним. Токи быстро понял, что они здесь, но вместо того, чтобы вступить в бой, он попытался помочь принцессе вспомнить прошлое и осознать правду. Однако принцесса не слушала его и взяла Токи в заложники, заставив его пойти с ними. Затем все трое отправились в район раскопок, где женщина с фиолетовыми волосами узнала о важном предмете, который назывался шифровальным камнем. Она считала, что если они получат его, то принцесса выполнит свою миссию на этой планете. Получив информацию о шифровальном камне, все трое вернулись к черному роботу. В этот момент прибыла Софи с солдатами и быстро разоружила принцессу. Увидев, что ситуация складывается не в их пользу, принцесса и женщина с фиолетовыми волосами немедленно сбежали. Софи хотела атаковать, но Токи остановил ее, заставив понять, что это решение было принято не из-за преданности Токи принцессе, а по более веской причине. Это заставило Софи принять решение не возвращаться во Францию, так как ей было неловко оставлять Токи здесь. Тем временем Юки тоже забрали и доставили в исследовательский центр, так как произошел инцидент. Вернемся к принцессе и женщине с фиолетовыми волосами, которые сбежали из-под дамбы. Однако женщина с фиолетовыми волосами быстро предала принцессу, намереваясь присвоить себе ее достижения. Поняв, что ей грозит опасность, принцесса быстро спрыгнула с водопада, чтобы спастись. Токи проверил камеры наблюдения и обнаружил, что принцесса упала в водопад. Он тут же решил отправиться на ее поиски. Командир, хотя и был очень обеспокоен, начал сомневаться в том, что Токи действительно заслуживает доверия, ведь его действия явно помогали врагу. Однако мать Юки верила, что Токи был на их стороне. Она думала, что он просто пытается спасти принцессу от демонов. Командир временно отбросил свои сомнения и приказал местной полиции присоединиться к поискам принцессы. Кроме того, в настоящее время на Земле действует только один робот-человек, и им нужна помощь других стран, так как количество врагов продолжает расти. Их цель кажется слишком очевидной. Они хотят захватить то, что находится под исследовательским центром. Командир мог бы использовать это для переговоров или давления, но, возможно, мир не согласится на это. Позже мать Юки встретилась с отцом Акаги, чтобы обсудить новые детали робота, которые должны были быть доставлены из США и ожидались сегодня. Тем временем Токи не мог больше ждать и решил использовать черного робота для поисков принцессы. Том все еще подозревал, что Токи может предать их, но Тоши не верил в это. Он думал, что если принцесса еще жива, Токи попытается спасти ее и убедить присоединиться к ним, проявив преданность. Однако Софи задавалась вопросом, почему Токи с самого начала не объяснил все ясно, чтобы избежать подозрений. Токи вместе с Юки сели в черный робот, и командир разрешил им воспользоваться им. В это время женщина с фиолетовыми волосами уже передала всю информацию на корабль-базу, а человек в маске, который был назначен для выполнения миссии, прибыл, чтобы забрать ее. В это же время прибыл грузовой самолет из США. Однако в командном центре прозвучал сигнал тревоги, когда человек в маске направился прямо к исследовательскому центру на летательном аппарате. По пути он атаковал грузовой самолет, вынудив его сбросить груз раньше запланированного времени.
Самолет потерял управление и направился прямо к исследовательскому центру. В этой критической ситуации черный робот появился как раз вовремя и предотвратил крушение самолета. Затем человек в маске полетел дальше и обнаружил, где находится женщина с фиолетовыми волосами. Узнав, что принцесса мертва, он решил найти ее тело и отомстить Токи, несмотря на попытки женщины с фиолетовыми волосами остановить его. Когда Токи столкнулся с врагом, он отвлек его от исследовательского центра, чтобы дать бой. Человек в маске тут же поднял Токи высоко в небо, где тот не мог атаковать, потому что был окружен темными тучами. Он атаковал, поднимая Токи все выше в небо, а командир хотел использовать ракеты для поддержки, но погода была слишком плохой для этого. В этот момент появился еще один летательный аппарат, слился с черным роботом и дал Токи пару крыльев, активировав систему летающих племен. Токи и Юки легко справились с человеком в маске. Крылья стали частью черного робота, помогая Токи уменьшить силу притяжения и позволяя ему летать, превращая его в небесного самурая. Они быстро одолели человека в маске, заставив его отступить, и он был вынужден бежать. После битвы подкрепление спросило Токи, зачем он ввязался в эту драку. Токи по-прежнему утверждал, что он сражается, чтобы отомстить за клан Васиба. Подкрепление считало, что он сбился с пути, но все равно обещало ему свою поддержку, если понадобится, и затем ушло. Юки показалось, что голос подкрепления был очень знакомым. Прошел месяц с тех пор, как принцесса пропала, но о ней по-прежнему не было никаких известий. Токи и Юки все это время усердно работали, и сегодня им выплатили зарплату. Хотя Токи сначала не хотел брать деньги, но когда он узнал, что на них можно купить еду, он сразу же передумал и взял их. Возвращаясь домой, Токи отдал часть денег дяде, который все это время помогал ему в знак благодарности. Однако дядя отказался принять эти деньги. Тем временем Юки только что получила зарплату, но думала только о том, чтобы ей купить. Дядя напомнил ей, что нужно купить что-нибудь для ее младшей сестры. Размышляя о том, чтобы ей купить, Юки случайно увидела по телевизору рекламу о горячем источнике. Она решила устроить поездку для всей семьи и пригласила Маки. Но когда она пришла в школу, то увидела, что в классе всего несколько человек, и ей стало немного скучно. Вместо того, чтобы пригласить только нескольких человек, Макки решила пригласить весь класс, чтобы они запомнили друг друга перед отъездом. Весь класс согласился поехать, но когда пришло время отправляться в путь, с ними поехали только группа Аки и еще несколько человек. Токи купил много продуктов, чтобы приготовить еду, потому что на зарплату Юки они могли позволить себе только снять комнату без питания. Поездка началась с того, что дядя отвез их туда, где они должны были остановиться. Когда они приехали, дядя повел их в квартиру, которую они сняли. Этот дядя сказал, что в этом районе нет общественных горячих источников, но есть короткий путь к секретному особняку Кеншина, где есть открытый бассейн. Однако дядя предупредил, что купаться там ночью очень опасно, потому что часто появляются медведи, а человек, который там работает, приходит только утром. Тем не менее, группа все равно была в восторге от поездки. Когда они вернулись в квартиру, Токи быстро начал готовить ужин, а Аки с друзьями отправились осматривать достопримечательности. Некоторое время спустя, когда Токи приготовил карри, все похвалили его за превосходный вкус. Во время ужина один из друзей Аки показал фильм, который он только что смонтировал. Однако его монтаж был сделан очень плохо, и все постоянно критиковали его работу. Тем не менее, они решили вместе сделать еще один более качественный фильм, не зная, что этот фильм был прощальным подарком от друга, который собирался перевестись в другую школу. На следующее утро все отправились на горячие источники, но группа Аки еще не проснулась, поэтому они ушли без них. По дороге Юки обнаружила, что забыла полотенце, и решила вернуться за ним. Токи, беспокоясь о безопасности Юки, пошел за ней. Тем временем принцесса отмокала в горячем источнике, чтобы залечить свои раны. Отдыхая, она вспоминала, как жила с родителями в детстве. Юки, возвращаясь домой, случайно заблудилась и оказалась в заброшенном районе с горячими источниками вместе с Токи. Они решили разделиться, чтобы искупаться. Во время купания Юки неожиданно встретила принцессу. Хотя Юки пыталась заговорить с принцессой, та ее не слушала. Не зная, что делать, Юки пришлось позвать на помощь Токи. Услышав голос Юки, Токи тут же бросился к ней, пробив стену, чтобы добраться до нее. Как только Токи подбежал, принцесса внезапно потеряла сознание. В этот момент ворвались агенты и забрали принцессу. Юки вышла на улицу, чтобы позвать Маки, но внезапно появился демон и похитил ее, унеся на космический корабль. На космическом корабле произошло большое недоразумение, когда командиры решили, что Юки и есть пропавшая принцесса. Поэтому они сосредоточились
сосредоточились на лечении ее ран, не осознавая, что похитили не ту девушку. В исследовательском центре ситуация стала еще более напряженной, когда мать Юки узнала, что ее дочь похитили. Их охватили тревога и отчаяние. Но семья Юки и ее товарищи по команде все еще не могли придумать план спасения. Тем временем, после того, как настоящая принцесса прошла полное обследование, результаты ее ДНК-теста вызвали большое удивление, так как они полностью совпадали с ДНК Юки. Это привело доктора к шокирующему выводу: принцесса на самом деле была предком Юки. Командир исследовательского центра собрал пилотов, чтобы найти способ спасти Юки. Однако ситуация осложнилась тем, что черный робот не мог быть использован. Поэтому Тамума и Тоши пришлось использовать дистанционно управляемых роботов для подготовки к возможным атакам. Софи не могла участвовать в сражении, потому что ждала приказа вернуться в свою страну. Тем временем мать Юки была в таком отчаянии, что ей пришлось обратиться за помощью в НАСА. Но в сложившейся ситуации все были бессильны. В это время доктор пришел к командиру и сообщил ему, что они могут активировать черного робота без пилота, как это делал раньше Фаснарни. Однако командир не хотел прибегать к этой мере немедленно и решил оставить ее на крайний случай, когда не останется других вариантов. Токи не мог усидеть на месте. Софи пришла к нему и попыталась убедить его, что они уже спасли принцессу и больше не должны беспокоиться о Юки. Однако Токи сдержал свое обещание защищать Юки, хотя в данный момент он не мог управлять черным роботом, и это заставляло его чувствовать себя бесполезным. Тем не менее, Токи был полон решимости защищать принцессу, независимо от того, на чьей она стороне. Софи была разочарована в Токи и ушла. Пока Софи сидела и размышляла, внезапно появился красный текст, сообщающий ей, что если она хочет узнать больше о демонах, ей нужно просто кивнуть, и тогда она появится. Не раздумывая, Софи сразу же согласилась. На космическом корабле женщина с фиолетовыми волосами начала беспокоиться, что Юки может раскрыть тайну о том, что она напала на принцессу, и решила устранить Юки. Однако, когда она вошла в комнату, где лечили Юки, то и там не оказалось. Тогда Софи начала расспрашивать о таинственной девушке, которую она встретила раньше в кабинете доктора. Хотя у принцессы была способность быстро восстанавливаться, как и у Токи, некоторые ее раны не заживали. Причина заключалась в том, что антитела принцессы боролись с вирусом, а восстановительные наномашины тоже боролись с чем-то, что могло разрушить ее организм. Это было похоже на то, как наномеч черного робота разрушил наноброню, не давая ей восстановиться. Чтобы вылечить принцессу, доктору нужно было нарушить привычный порядок вещей, введя новые наномашины. Источником наночастиц была кровь Токи. Благодаря крови Токи принцесса очнулась после долгого пребывания в коме. Доктор осмотрел ее раны и заметил, что хотя принцесса не хотела этого признавать, ее ДНК полностью совпадала с ДНК Юки, что подтверждало, что она была принцессой, жившей 450 лет назад. Затем доктор сообщил принцессе, что Юки по ошибке схватили и увезли вместе с Токи. Тем временем Тоши отвез Софи домой. Как только она вошла в дом, то снова встретила таинственного человека, который представился как Зеру. Зеру объяснил, что он не приближался к Юки и Токи, потому что боялся, что они будут волноваться, а Софи была самой умной, поэтому он выбрал ее в качестве собеседника. Зеру рассказал, что он не был ни человеком, ни союзником, ни врагом человечества, но у него был общий враг с человечеством. В исследовательском центре Токи тайно встретился с принцессой, чтобы попросить ее помочь ему активировать черного робота и спасти Юки. Хотя у него все еще не было четкого плана, принцесса решила притвориться, что она украла черного робота, и вызвать корабль, чтобы забрать его. Однако она не была уверена, что Токи выживет на корабле. Токи без колебаний согласился. Они вдвоем быстро отправились к черному роботу, и все прошло гладко, так как группа матери Юки помогла им добраться туда без происшествий. Это был план матери Юки, когда она пыталась позвать на помощь, но никто не мог помочь, поэтому ей пришлось положиться на Токи. Затем Токи и принцесса сели в черный робот, и в этот момент появилось сообщение от принцессы, которое было записано 450 лет назад. В сообщении принцесса требовала, чтобы ее потомки сражались с демонами, защищая людей, что было главной миссией клана Васиба. Это заставило нынешнюю принцессу понять, что в ее прошлом было много тайн, о которых она никогда не знала. Решив узнать правду, она подчеркнула, что они должны допросить командира, чтобы докопаться до сути. После этого Токи и принцесса отправились в путь. На космическом корабле повсюду звучала тревога. Доктор сообщил, что принцесса исчезла, а черный робот запустился без разрешения.
Командир немедленно приказал Тому и Мэй остановить черного робота, но они обнаружили, что система безопасности заблокировала все попытки вмешательства. Понимая ситуацию, командир воспользовался своими полномочиями и немедленно приказал арестовать мать Юки. Она знала, что добилась своей цели, поэтому не сопротивлялась и приняла арест. Тем временем Софи напряженно разговаривала с Зеру. Он рассказал, что целью Эдага, общего врага человечества и его планеты, было абсолютное господство. Эдаг хотел превратить Землю в колонию, где все человечество будет находиться под строгим контролем иерархической системы. В этой системе человеческая воля не будет иметь никакого значения. Слова Зеру заставили Софи еще больше беспокоиться о будущем Земли. Тем временем на космическом корабле Юки каким-то образом удалось сбежать из комнаты, где ее держали. Пытаясь сориентироваться, она неожиданно столкнулась с фиолетово-волосой девушкой, которая раньше ее преследовала. Убегая, Юки случайно наткнулась на потайную комнату. Там она обнаружила странное устройство, которое попросило ее положить туда руку. Когда Юки это сделала, ее сознание перенеслось в космос, и она начала искать способ вернуться на Землю. В это же время принцесса связалась с кораблем Эдаг, чтобы попросить о возвращении. Командир Эдаг быстро понял, что они схватили не того человека, и приказал демонам убить Юки, чтобы сохранить их тайну. Зеру продолжал рассказывать Софи свою историю, признавшись, что на его планету вторглись Эдак, и что он прибыл на Землю, чтобы отомстить за своих павших товарищей. Зеру хотел сотрудничать с людьми, чтобы противостоять Эдак, но когда его чуть не убили из-за подозрений людей, он решил просто не вмешиваться и передавать информацию. Он также рассказал, что в предыдущих сражениях, в которых участвовали люди, они противостояли лишь разведывательному отряду Эдак, а настоящие захватчики еще не появились. Планета Зеру пала, потому что они не смогли быстро отреагировать на внезапное и стремительное нападение Эдак. Перед тем, как уйти, Зеру оставил Софи флешку с важной информацией. Тем временем Юки обнаружила информацию о вторжении Эдак и о планете Зеру, но не смогла найти никаких полезных подсказок, чтобы вернуться на Землю. Она услышала объявление о том, что робот принцессы был отремонтирован, и решила воспользоваться им для возвращения. Войдя в другую комнату, Юки увидела человеческую голову, которая напугала ее, и она убежала. В это же время Токи поднялся на борт корабля Эдак. Прибыв на место, принцесса спустилась вниз, чтобы оценить ситуацию. Когда она пошла в свою комнату за оружием, то обнаружила, что меч пропал, так как Юки взяла его для самообороны. Затем принцесса отправилась доложить обстановку командиру. Во время доклада прозвучало объявление о том, что Токи действовал самостоятельно, что привело к хаосу. Понимая, что принцесса может их предать, командир Эфадогов приказал ее казнить. Тем временем Юки, убегая, снова столкнулась с фиолетово-волосой девушкой. На нее постоянно оказывали давление, но, к счастью, Токи вовремя подоспел и спас ее. После этого все трое сбежали с корабля-носителя Эфадогов. Юки была очень рада, что Токи пришел ей на помощь, но он просто сказал, что выполняет свое обещание. Однако, прежде чем они успели обрадоваться, все трое внезапно были выброшены в открытый космос человеком в маске, который применил силу. К счастью, Зеро появился как раз вовремя, чтобы спасти всех троих. Тем временем в командном центре все вздохнули с облегчением, когда получили сообщение, что Токи успешно спас Юки. Но прежде чем они успели обрадоваться, они получили информацию, что корабль-носитель Эфадогов вышел на земную орбиту, готовясь к масштабному вторжению. Предполагалось, что корабль достигнет Земли всего через 2 часа. Группа Юки тоже прибыла в безопасное место. Когда они приземлились, вся команда вздохнула с облегчением, особенно мать Юки, увидев, что ее дочь вернулась целой и невредимой. Юки встретили ее товарищи по команде, но ситуация оставалась напряженной из-за присутствия принцессы, которая хоть и помогла им, все же была членом Афадалка, врага человечества. Зеро внезапно появился сразу после их приземления. Но прежде чем он успел что-то объяснить, Токи выхватил меч и бросился на него. Однако Зеро легко одолел Токи одним движением. Затем Зеро раскрыл шокирующую правду. Настоящая принцесса умерла 450 лет назад, а та, которую они видели, была всего лишь копией, созданной на основе генетической информации настоящей принцессы. Эта копия была всего лишь марионеткой, созданной для осуществления планов Эфадогов. Все воспоминания о семье, которые принцесса считала настоящими, были ложными, специально созданными, чтобы манипулировать ею. Голова, которую Юки видела на корабле Эдага, была устройством, создающим ее копию. Продолжая цепочку заговоров, Эдаг создавал верных
себе подданных, внедряя ложные воспоминания в сознание жителей планет, на которые они вторгались. Планета Зеру подверглась такому же воздействию, и если бы Зеру не вмешался, то и Землю постигла бы та же участь. Зеру предложил сотрудничать с человечеством в борьбе против Эфидога, но Токи категорически отказался. Зеру лишь рассмеялся, сказав, что решение не в компетенции такого простого солдата, как Токи, и оставил Токи свой меч, прежде чем уйти. Юки все еще была озадачена и спросила Зеру о часах на его запястье. Зеру рассказал, что отец Юки когда-то был его хорошим другом. После этого разговора командир восстановил в должности мать Юки, вернув ей важную роль в компании. В этот момент позвонил генеральный секретарь и приказал им любой ценой защитить исследовательский центр при поддержке союзных стран. Был отдан приказ об эвакуации, и все начали готовиться к предстоящей битве. Корабль-носитель Эфидога вышел на орбиту Земли и начал сбрасывать боевых роботов на поверхность. Командир немедленно отправил всех воинов в бой. Хотя Софи все еще не разрешалось участвовать в сражении. Хакутеки активировал систему полета и вместе с Зеру Токи превратился в воздушного самурая, но все трое были тут же сбиты с ног замаскированным врагом. И роботы Эфидога быстро захватили исследовательский центр. Хотя армия открыла по ним огонь, это не принесло никакого результата. Выстрелы лишь расходовали деньги налогоплательщиков, не причиняя никакого вреда врагу. Группа Тома вступила в бой, но на Мая напали, он потерял руку, а Тоши был ранен в живот женщиной с фиолетовыми волосами и потерял способность сражаться. В живых остался только Том, но ситуация ухудшилась, когда роботы начали проникать вглубь центра. Командир отдал приказ об эвакуации, а корабль-матка Эфидога приземлился и начал выпускать огромную мембрану, которая накрыла всю территорию. Из корабля-матки вышло множество роботов, которые начали захватывать и подчинять выживших. Группа Маки, эвакуируясь, наткнулась на Софи, которая пыталась спасти фальшивую принцессу. Они решили помочь Софи, но вскоре после этого женщина с фиолетовыми волосами обнаружила принцессу и бросилась в атаку. Тоши, собрав последние силы, решил пожертвовать собой, чтобы уничтожить женщину с фиолетовыми волосами, дав остальным шанс спастись. Том был очень зол на смерть своего товарища по команде и хотел остаться и сражаться до конца, но Токи оттащил его, понимая, что сейчас не время для бессмысленных жертв. В итоге первое сражение с Эфидогом закончилось поражением человечества. Горькая утрата. Все собрались на месте сбора, где готовились к следующим сражениям. Командир решил использовать школу в качестве временной базы в сложившейся чрезвычайной ситуации. Они искали способ выбраться из защитного купола диаметром 25 километров, который окружал территорию. Но копать было невозможно, потому что этот купол представлял собой сферический блок, накрывающий все вокруг. Однако свет все же проникал сквозь этот купол, поэтому они попытались связаться с внешним миром с помощью оптических очков. Эфидог искал кипарисовый камень, загадочный объект, который был погребен под землей 450 лет назад. В то время как группа могла лишь соорудить небольшой алтарь в память о погибших, доктор продолжал бороться за жизнь раненых. Тем временем Эдок захватил в плен тех, кто был повержен, и заставил их добывать таинственные камни, которые были ему нужны. Что касается Юки и ее группы, то, вернувшись в дом дяди вместе с фальшивой принцессой, они встретили Зеру. Все вместе они сели, чтобы обсудить произошедшее. Зеру начал рассказывать историю, которая произошла 8 лет назад. В то время он случайно увидел, как какой-то человек расставляет на горе ловушки. Но не для того, чтобы поймать диких животных, а для того, чтобы поймать самого Зеру. Этим человеком был отец Юки. Он был очень терпелив, пытаясь разными способами выманить Зеру. И, наконец, он использовал свою собственную плоть. Зеру пришлось появиться, чтобы остановить его. Когда Зеру появился, отец Юки был очень рад, потому что его догадка подтвердилась. Имя Зеру тоже дал ему отец Юки. Затем Зеру привел отца Юки к себе на базу, где было много простых бытовых предметов и еды, например, фастфуд. Зеру объяснил, что из-за охоты количество лесных животных, таких как олени и кролики, стремительно сокращается, поэтому они не могут есть их в больших количествах. Он также рассказал, что пророчество о возвращении зла было предупреждением о возвращении Элка. Зеру не мог напрямую общаться с людьми, поэтому он мог лишь намекнуть на эту угрозу. Отец Юки и Зеру пытались найти способ предупредить мир об этой опасности, но все их усилия были тщетны. Когда отец Юки покидал базу, он упал с горы и погиб. Когда Зеру нашел его, было уже слишком поздно. Зеро мог только записывать в дневник свои наблюдения, но в конце концов Зеро помог отцу Юки доказать, что тот не лгал о существовании зла.
Тем временем на корабле Эфидога начали активироваться таинственные камни, из-за чего температура резко понизилась. Девушка с фиолетовыми волосами была еще жива и продолжала выполнять свою миссию. Что касается группы Юки, то они оказались в затруднительном положении, когда принцесса внезапно исчезла, и Токи отправился на ее поиски. Принцесса, растерявшись, пошла за питомцем Юки и не знала, куда идти. Погода становилась все холоднее, и пошел сильный снег. Юки решила подняться на гору, чтобы найти принцессу, но она случайно споткнулась и потеряла сознание. Во сне Юки увидела, как ее отец нежно ей улыбается, а потом исчезает. Когда она проснулась, то поняла, что они с принцессой лежат рядом, прижавшись друг к другу, чтобы согреться. После этого они переоделись и приготовились уходить. Юки хотела дождаться, когда растает снег, но принцесса объяснила, что снег не растает, потому что камень кипариса уплотняет его. Камень кипариса не только понижал температуру, но и готовился открыть ворота для основных сил Эфидога, что означало начало вторжения на Землю. Осознав опасность, они поняли, что должны найти способ предотвратить это. Токи тоже приехал, чтобы забрать их обеих. Ситуация становилась все более напряженной, так как камень кипариса рос все больше и больше, и было почти очевидно, что Эфидок скоро нападет. Если люди не подготовятся как следует, Земля вскоре погибнет под натиском захватчиков. Эфидок будет использовать все ресурсы планеты, а затем начнет захват других планет. Что касается людей, то если их не уничтожить, они лишатся свободы будущего. Однако все попытки связаться с ними и попросить о помощи были безуспешны, что делало ситуацию еще более опасной. Тем временем Том предложил использовать партизанскую тактику для борьбы с Эфидогом, но командир сообщил, что в их распоряжении только два робота, один из которых принадлежит тому, а второй — Хакутики. Май добавил, что был еще один робот, принадлежавший принцессе, но он упал в ущелье, когда появился корабль Эфидога. Хотя достать этот робот было крайне сложно, командир все же посоветовал не терять надежду. Пока обсуждались планы обороны, группа Юки, которой нечем было заняться, собралась в школе вместе с принцессой. Однако, кроме группы Маки, большинство людей избегали их из-за страха быть замешанными в делах принцессы. В это время в класс вошел учитель. Увидев, что приближается конец света, а ученики все еще прилежно учатся, учитель решил рассказать вдохновляющую историю, чтобы помочь ученикам набраться смелости перед лицом предстоящих испытаний. После уроков Токи отправился в кабинет директора, чтобы встретиться с учителем. Когда занятия закончились, они поговорили. Токи поделился, что хочет стать самураем, но учитель сказал, что в наше время эта профессия не прокормит его. Учитель посоветовал Токи, что в этом мире он не сможет прожить свою жизнь так, как другие дети. Однако однажды Токи найдет то, что сможет делать только он. И хотя ему придется нелегко, если он будет настойчив, все будет хорошо. Самое главное, никогда не теряй себя. В конце консультации Токи и его группа отправились на ужин. Принцесса попробовала земную пищу в первый раз и нашла ее чрезвычайно вкусной. Всего за мгновение она съела 3 тарелки еды. Она уже делилась этим с нами раньше. Она ела только безвкусные кубики, не такие вкусные, как этот. Юки выразила желание, чтобы принцесса осталась на земле после того, как все закончится, потому что там их ждет много чудесных вещей. Однако принцесса чувствовала себя совершенно опустошенной внутри и не знала, что делать дальше. В это время появилась главный психолог школы мисс Марина и дала искренний совет, который помог принцессе постепенно успокоиться и обрести покой в своем сердце. После ужина все вернулись в класс, а подруга Акаги закончила работу над сценарием нового фильма, основанного на идее, которую группа обсуждала, когда была на горячем источнике. Хотя у них не было никаких конкретных дел, они решили начать съемки немедленно. Другие ученики в классе тоже захотели поучаствовать, и весь класс готовился к съемкам фильма о зомби-самураях, играющих в бейсбол. Принцесса не понимала, зачем они это делают, когда вот-вот разразится война, но Токи объяснил, что это также способ подготовиться к битве, помогающий каждому расслабиться перед трудными испытаниями. Съемки начались при всеобщем активном участии. Том переоделся террористом, чтобы принять участие в сцене, в то время как Мэй сыграла роль Брюса Ли и нанесла тому мощный удар ногой.
Все смеялись и веселились, включая принцессу, которая наслаждалась небольшим моментом покоя перед тем, как разразилась большая буря. После периода размышлений и осознания правды о себе, принцесса решила встретиться с командиром и предложить сотрудничество. Она была готова сражаться не только ради защиты Земли, но и ради того, чтобы лучше узнать себя. Командир, видя решимость принцессы, с радостью согласился. В это время информация о том, что осколок был найден, еще больше усилила напряжение. Все быстро приготовились к решающей битве. Перед тем, как отправиться в бой, Токи хотел, чтобы Юки доверилась ему и вручила свою жизнь в его руки. Конечно, Юки сразу же отказалась. Однако, когда Токи пообещал, что вернет ей жизнь, как только все закончится, Юки согласилась. Тем временем Токи также ответил на вопрос, который задала ему Юки перед началом битвы. «После того, как принцесса отомстит за тебя, что ты будешь делать?» Токи заявил, что он решил жениться на Юки, чем заставил ее покраснеть от смущения. Это признание не только смутило Юки, но и было услышано всеми вокруг. Это заявление подняло всем настроение, и они отправились в бой. Группа воинов направилась прямо к главному кораблю. Черный робот вступил в бой с 3 вражескими командирами, давая остальным время проникнуть на корабль через туннель. Том, все еще переживающий из-за смерти Тоши, был полон решимости отомстить за своего товарища. Тем временем Софи внезапно атаковала сверху, вызвав хаос в рядах противника. Зеро, увидев, что Токи попал в затруднительное положение, быстро активировал систему поддержки, чтобы помочь ему сражаться более эффективно. В этот момент появилась женщина с фиолетовыми волосами и попыталась атаковать Софи. Однако внезапно из воды появилась принцесса и бросилась в бой с женщиной с фиолетовыми волосами, чтобы свести старые счеты. Тем временем командир группы успешно проник в центр управления кораблем и начал искать способы вернуть контроль над ним. Мать Юки воспользовалась USB-накопителем, который ей дал Зеру, и все данные на нем полностью совпали с данными на материнской плате. Командир приказал Тому и Зеру спуститься в подвал, чтобы найти робота Фуснарни. В то время как Софи постепенно проигрывала в битве, внезапно взорвалась серия бомб. Это был Тоши, который, как все думали, погиб, но на самом деле чудом выжил. Возвращение Тоши принесло огромную радость Софии и всей команде. Том добрался до робота, но Зеру предупредил его, что если он подключится к нему, то перестанет быть человеком. Однако тому было все равно, потому что после того, как он увидел смерть своих товарищей, это перестало иметь для него значение. Он попросил Зеру поскорее завершить процесс подключения, чтобы он мог продолжить сражаться. В это время принцесса яростно сражалась с женщиной с фиолетовыми волосами. Когда женщина с фиолетовыми волосами отвлеклась, внезапно появился Тоши и ранил ее в ногу, помогая принцессе быстро закончить бой. Человек в маске хотел отомстить за женщину с фиолетовыми волосами, но Токи не дал ему такой возможности. Они вступили в ожесточенный воздушный бой, но было ясно, что Токи ему не соперник. Софи, осознав опасность ситуации, связалась с Токи и попросила его лететь прямо в исследовательский центр, чтобы заманить человека в маске. Она сказала, что сама разберется с остальными. Токи последовал ее плану, и когда он уже почти добрался до места, Софи выстрелила из гранатомета и повредила одно из крыльев человека в маске, что позволило Токи победить его. Теперь остался только лысый мужчина, но он был активирован гигантской системой Эфидога, что сделало его больше и сильнее. Том быстро пришел на помощь, и Юки разработала план сражения. Всем нужно было только задержать меченосцев, а она бы позаботилась об остальном. Они все вместе бросились в атаку, но Софи пришлось пожертвовать своим роботом, чтобы удержать меч. В этот момент Юки пронзила копьем лысого мужчину, прикончив его. Тем временем командир Эфидола, осознав, что ситуация складывается не в их пользу, поспешно вернулся на корабль-матку, чтобы подготовиться к ускорению процесса вторжения. Токи и принцесса бросились в погоню, но Юки была в шоке от того, что ей пришлось убить человека собственными руками. Это вынудило Токи остаться с ней, чтобы успокоить ее. В этот момент командир Эфидола готовился ускорить процесс вторжения, но внезапно появился Зеру и нанес ему смертельный удар. Он тоже был похож на Зеру. Затем Зеру вложил в ухо командира Эфидола жучок, контролирующий разум, и приказал ему прекратить активацию осколка. После того, как ситуация временно стабилизировалась, все начали допрашивать командира Эфидола о подлинных целях Эдога. Он рассказал, что целью этого вторжения было устранение потенциальных угроз для Эдога. Однако он не знал точного местонахождения Эдога и сказал только, что если вторжение провалится, то на Землю прибудет другая армия с обычной скоростью. По расчетам, эта армия достигнет Земли примерно
примерно через 224 эволюционных цикла. Зеру, беспокоясь о судьбе своей родной планеты, спросил командира Эдага о текущей ситуации. Командир сообщил, что процесс вторжения на планету Зеру достиг лишь 80% готовности, потому что представители расы Зеру всегда очень упорно защищали свою родину. Хорошей новостью было то, что в настоящее время они создают межгалактический альянс, чтобы вернуть то, что отнял у них Эдаг. Услышав эту новость, Зеру обрадовался, узнав, что его раса все еще сражается и не покорилась жестокости Эдага. Принцесса, обеспокоенная своей судьбой, также спросила командующего о своем происхождении. Он рассказал ей, что Эдаги планировали создать копии людей с планет, которые они собирались захватить, чтобы получить таких же, как она. Однако после завершения процесса захвата все копии, включая принцессу, должны были быть уничтожены. Это помогло ей понять, кто она такая, и хотя впереди ее ждало еще много трудностей, она и все остальные осознали, что это была важная победа человечества над Эдагами. Затем командующий переговорил с сенатором, и она решила, что человечество не будет вступать в межгалактический союз. Вместо этого они решили уничтожить осколок, чтобы остановить Эф-Идок. По всему миру страны начали гонку вооружений, чтобы подготовиться к возможному вторжению Эф-Идок. Тем временем Зеру рассказал Юки о том, что произошло с Токи 450 лет назад. Зеру вспомнил, что в то время он и его команда были на пути к Земле, чтобы остановить вторжение эдогов. Однако корабль эдогов на огромной скорости приближался к Земле. Из-за их огромной ненависти группа Зеру решила столкнуть два корабля друг с другом, в результате чего выжившие члены Эф и Док вместе с осколком упали на Землю. Группа Зеру не могла оставить это без внимания и спустилась на Землю, чтобы продолжить сражение. Но после множества ожесточенных боев, число их пилотов постепенно сокращалось, и им не хватало сил. Зеру понял, что ему нужны союзники, чтобы продолжить сражение. Во время атаки на корабль-базу Эф и Док Зеру спас тех, кто был под контролем жуков, но выжили только принцесса и Токи. Принцесса согласилась сражаться, чтобы защитить людей и помочь своим потомкам идти дальше. Однако в конце концов им не удалось избежать мощного взрыва. Принцесса пожертвовала собой, а Токи впал в спячку. Узнав правду, Токи поблагодарил Зеру за то, что она дала ему и принцессе еще один шанс сразиться с врагом. В последующие дни принцессу держали под наблюдением и контролем сотрудники ООН. Когда Токи и Юки пришли навестить ее, состояние принцессы было очень тяжелым. Доктор объяснил, что ей ввели препараты, подавляющие ее способности, на случай, если она их придаст. Токи был в ярости и хотел забрать ее с собой, но доктор ввел ему такую же дозу препарата, и он потерял способность сражаться. Токи в гневе ушел, а Юки вернулась домой. Когда она пришла домой, то встретила свою мать, которую уволили после предыдущего инцидента. Мать Юки хотела воспользоваться этой возможностью и всей семьей поехать отдохнуть, чтобы расслабиться и забыть о недавних неприятностях. Юки хотела пригласить Токи с собой, но мать посоветовала ей забыть о нем, хотя она и сама не понимала, что происходит. В тот вечер, когда Токи вернулся домой, он пригласил Юки пойти с ним на следующий день. В тот день они весело провели время, радуясь жизни. Однако после обеда Токи сообщил, что он вместе с Зеру и принцессой отправляется спасать другие планеты от вторжения Эфидога. Он не собирался брать с собой Юки, а обещание жениться на ней было просто ложью. Юки очень расстроилась и расплакалась. Токи пошел к Акаги и попросил его позаботиться о Юки вместо него. Акаги разозлился на эгоизм Токи и ударил его, чтобы выразить свое недовольство. Когда он вернулся в класс, Акаги увидел, что Юки грустит из-за отъезда Токи. Юки понимала, что Токи решил уйти, чтобы отплатить Зеру за помощь, которую тот оказал ему 450 лет назад, но это не облегчало боль в ее сердце. Акаги спросил Юки, хочет ли она сражаться вместе с Токи. Хотя она знала, что это будет очень опасно, Юки была полна решимости быть рядом с Токи, потому что она действительно хотела быть с ним. Увидев, что Юки не отступит, Акаги пообещал помочь ей отправиться вместе с Токи. Группа Маки тоже вызвалась помочь. Они начали планировать, как проникнуть в исследовательский центр. Пока Маки и друг Акаги отвлекали репортеров, Акаги и группа Юки пробрались внутрь. Акаги остался снаружи, чтобы следить за обстановкой, а Юки и двое других продолжили путь к черному роботу. По дороге они встретили Тоши, который тоже вызвался помочь им отключить систему безопасности, что позволило группе Юки легко подобраться к черному роботу. Затем Юки использовала робота принцессы, чтобы вывести черного робота наружу. Токи узнал обо всем благодаря видеосвязи с другом Акаги. Юки пришла за группой Токи, и Зеру быстро активировал кипарисовый камень, чтобы открыть пространственные врата на корабле Маме.
Токи и принцесса бросились прямо в космос, и Юки последовала за ними, решив сражаться вместе с Токи. Увидев, что он не может остановить Юки, Токи неохотно согласился взять ее с собой. В этот момент позвонила мать Юки и попросила ее вернуться. Но Юки уже приняла решение. Увидев это, ее мать больше не стала ее останавливать, только попросила Юки не забыть вернуться к Новому году. Во время полета их перехватили Том и Мэй. Юки упала, и в пространственные врата смогли войти только Токи и принцесса. Юки пообещала найти Токи, и Токи тоже пообещала ее дождаться. Когда Токи вошла в ворота, они закрылись, и повсюду разлетелись осколки. Вскоре после этого вышел фильм «Бейсбольный самурай», который они сняли всем классом, и все с удовольствием его посмотрели. Время пролетело незаметно, как будто собака мчится по полю на мотоцикле. Прошло 5 лет после битвы. Космический корабль, который должен был отправиться на поиски Токи, был готов к запуску. Благодаря оставленным Zero данным они смогли так быстро его построить. Юки, Софи и Тоши отправились в космос, чтобы найти Токи, и на этом аниме-сериал закончился, оставив зрителей в предвкушении продолжения и воссоединения героев.